В этом ролике я расскажу, из-за снижения уровня каких витаминов вы чувствуете себя плохо, снижается память, работоспособность. И самое главное, я расскажу, комбинация каких витаминов и микроэлементов очень важна для того, чтобы вы сохранили свое здоровье. Ко мне пришла пациентка с жалобами на нарушение памяти, внимания. Пациентке за 60, и врачи с легкостью поставили диагноз хроническая ишемия мозга, а другой доктор поставил болезнь Альцгеймера. Ну чего же ожидать от пациентки за 60, у которой плохая память? Но после внимательного расспроса оказалось, что эта пациентка имела проблему, вследствие которой был удален почти весь желудок. В желудке вырабатывается внутренний фактор Касла, который помогает всасываться витамину В12, который, внимание, обеспечивает в том числе механизмы памяти. В итоге у этой пациентки оказался тяжелейший дефицит витамина В12, который и вызвал подобную симптоматику, так называемую псевдодеменцию, из-за тяжелого гиповитаминоза В12. Как только мы его устранили, память, о чудо, вернулась к ней. Почему я привел этот пример? Да дело в том, что гиповитаминоз любого витамина может привести к очень серьезным последствиям для нашего организма. С вами сегодня я, профессор-невролог Эдуард Якупов, врач с 30-летним стажем. Кто-то скажет, ну что тут сказать нового, гиповитаминоз – это состояние, когда я чувствую усталость, разбитость или там нарушение памяти, работоспособности. Все типы гиповитаминозы одинаковые, но на самом деле для каждого подтипа и для каждого вида снижения или дефицита витамина характерна своя симптоматика. Но нельзя забывать и о том, что дефицит витамина возникает не только потому, что вы не едите там зелени, фруктов, но и из-за того, что со временем, с годами нашей жизни нарастает объем коморбидной патологии, то есть много заболеваний у человека появляется. Вы страдаете от заболеваний, естественно, вы принимаете препараты. И вот здесь две очень важные составляющие есть. Во-первых, нарушается функция печени, почек, и это изменяет обмен витаминов. Кроме того, целый ряд препаратов тоже меняет обменные процессы в нашем организме, и это тоже приводит к гиповитаминозу. Ну, простой пример. Например, диуретики вы пьете, и они тоже влияют на кальций, калий, обмен этих микроэлементов, и опосредованно это может повлиять на уровень витаминов. Уровень витаминов очень важно для, например, снижения риска диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. В мае 2024 года появился большой обзор, в котором описано, что уровень витамина С, Е и каротина очень важны, критически важны для снижения риска диабета второго типа. А теперь мы с вами пройдемся по каждому из витаминов. Ну, я сразу хочу сказать, что не должно быть так, что вот я сейчас расскажу про витамины, и вы пойдете в лабораторию и будете чохом делать все микроэлементы, витамины. Этого делать, может быть, не стоит. Но обратить внимание на некоторые симптомы, о которых я сейчас скажу, обязательно надо. Итак, витамин А. Для дефицита этого витамина характерными симптомами являются снижение зрения, выпадение волос, сухость кожи, потеря работоспособности. Подчеркну, что для многих дефицитарных состояний, гиповитаминозов, характерен вот этот симптом снижения мышечной силы, потери работоспособности. Витамин А легче всего усваивается с продуктами, которые содержат жир. Он содержится в большом количестве в печени, печени трески, печени палтуса, говяжьей печени. Но не надо злоупотреблять этим витамином. И если вы его получаете с БАДами, то, конечно, нужно быть достаточно осторожным, потому что он относится к жирорастворимым витаминам, в отличие от водорастворимых витаминов, которые легко и усваиваются, и утилизируются в организме. Жирорастворимые витамины могут накапливаться. Витамины группы В, о которых мы должны сказать особо, это источник и строительный материал для нашей периферической нервной системы. Если есть дефицит витамина В1, В6, В12, и не случайно многие фармацевтические фирмы выпускают такие комплексные препараты, которые либо в уколах, либо в таблетках продаются в аптеках, и делают очень важное. Они создают предпосылки для восстановления периферической нервной системы, а проще говоря, нервов при воздействии на, например, каких-то токсических процессов, диабетическая полинейропатия, алкогольная полинейропатия, токсическая нейропатия, да в конце концов даже повреждение корешка вследствие ущемления, компрессии нерва при грыже диска тоже вызывает ведь повреждение нерва, и таким образом патогенетически оправдано назначение витаминов группы В.
Если говорить в целом о гиповитаминозе витамина группы В, то можно сказать, что общая характеристика – это снижение работоспособности, памяти, внимания. Конечно, есть специфические варианты, когда при дефиците витамина В3 возникают так называемые заеды, хейлиты, поражение кожных покровов, даже есть такое обозначение заболевания пелагра, а при дефиците витамина В12, как я уже рассказывал, возникает В12-зависимые псевдодеменции, то есть когнитивные расстройства. Но для того, чтобы ваше внимание не рассеивалось, по витаминам группы В от В1 до В12 дистанция огромного размера, и у каждого из подтипов гиповитаминоза В2, В3, В4, В5, В6 и так далее есть свои особенности, на которых мы остановимся в специальной лекции. И я прошу вас, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, потому что нам они очень важны, и мы будем использовать для подготовки этой специальной лекции, потому что это действительно большой отдельный разговор. Витамин С. Снижение иммунитета, состояние мышечной системы, зубной эмали тоже имеет большое значение при дефиците витамина С. Очень интересные данные были получены на объеме почти в 300 тысяч обследованных пациентов, и было показано, что витамин С в сочетании с витамином D влияет на риск развития сердечно-сосудистой патологии. Но все это, что сейчас я говорю, не означает, что вам надо сейчас побежать в аптеку, брать мешок с витаминами и глотать их в каких-то сумасшедших дозах. Но факт остается фактом. Правильное сочетание витаминов позволяет вам снизить риск серьезной сердечно-сосудистой патологии и обменных нарушений. Наконец, в последние годы появляется все больше метаанализов, посвященных влиянию витамина D на головокружение. Один из моих учеников защитил даже диссертацию на эту тему. И в этом исследовании мы показали, что использование достаточно высоких доз витамина D позволяет купировать головокружение. В последние годы отношение к нему диаметрально меняется. Я могу сказать, что в Российской Федерации, да и не только в Российской Федерации, а во многих странах СНГ, люди, к сожалению, не имеют возможности наслаждаться солнцем. То есть, другими словами, уровень естественной инсоляции для этих людей очень низкий. И естественным образом, кстати, особенно у людей зрелого возраста, возникает дефицит витамина D. И я все-таки рекомендую каждому из вас померить уровень витамина D. Это касается не только моих зрителей зрелого возраста. Почему я настаиваю на этом? Вдруг вы обнаружите, что у вас серьезный дефицит его, тяжелый гиповитаминоз витамина D, и именно этим гиповитаминозом мы в ряде случаев можем объяснить снижение памяти, состояние костей опорно-двигательного аппарата. И в этой ситуации, конечно, рекомендую обратиться к врачу. Не морщитесь, пожалуйста, мои зрители. Да, врач помогает. Знаете, люди в белых халатах иногда лечат людей. Обратитесь к опытному специалисту, зафиксируйте гиповитаминоз витамина D. Если он серьезный, то надо его принимать, витамин D, для того, чтобы исключить и убрать эту проблему с астенией, снижением памяти. А если он легкий, умеренный, то, может быть, и не стоит делать ничего в этой ситуации. Об этом говорят современные клинические рекомендации. Vitamin K – очень важный витамин, который участвует в системе свертывания крови. Это наш гемостаз. Кровь, и большое значение имеет, каково состояние дел с этим витамином. Причем может быть витамин К1 и К2. К2 помогает всасываться кальцию. И таким образом это создает предпосылки для улучшения, что называется, стойкости ваших костей к перегрузкам. Не случайно в некоторых биологически активных добавках К2 добавляет в структуру этих биологических добавок. А теперь еще об одной очень важной составляющей. Конечно, вот в поле витаминов все они взаимосвязаны. Но я хотел бы сейчас выделить особые взаимоотношения между витаминами и микроэлементами. Например, магний. Магний очень тесно связан с витамином группы В. Дело в том, что витамины группы В, в частности В6, помогает всасываться магнию в нашем организме. Он повышает биодоступность магния, и это очень важный момент, когда вы идете в аптеку и покупаете препараты или биологически активную добавку магния, посмотрите, а если там в составе В6, это очень важно, потому что биодоступность магния, повторюсь, будет возрастать, если он работает, что называется, в паре магний
и В6. В6, пометим. Мы говорили о витамине К. Витамин К помогает всасываться кальцию. И это, как я уже говорил, помогает укрепить ваши кости. Следующий момент. Витамин С тесным образом связан с железом, и он помогает лучше усваиваться железу. То есть, другими словами, мы видим взаимоотношения между витаминами и микроэлементами. Это очень важно. И именно поэтому в ряде случаев вот в БАДах, биологически активных добавок, но мы видим, что очень часто есть взаимоотношения между микроэлементами и витаминами. Особо, конечно, можно сказать о витаминах группы В. В1, В6, В12 очень хорошо работают в комплексе. Есть даже такое понятие пентасинергия витаминов группы В, потому что они в своем действии дополняют друг друга. Витамин D помогает усваиваться и кальцию, и поэтому мы видим часто и препараты, которые содержат в своей структуре эти две очень важные составляющие. Рекомендуют принимать кальций вместе с витамином D. Таким образом мы видим единую вот эту сеть, систему взаимоотношений и между микроэлементами и витаминами. Но я хочу сказать, конечно, кто-то скажет, сейчас надо есть там, печень, железо, килограммами есть тыквенные семечки, тоннами пожирать арбуз, извините так, чтобы восполнить дефицит магния. К сожалению, если есть проблема в желудочно-кишечном тракте, если есть серьезная патология, как, например, язвенный колит, есть проблемы в желудке, есть какая-то другая серьезная хроническая патология, которая препятствует всасыванию витаминов, то сколько бы вы их ни поедали, ничего с вами хорошего не произойдет. Вам надо решить эту проблему с врачом, решить и выяснить причину, почему тот или иной витамин не усваивается, почему у вас сохраняется дефицит, например, железа, почему есть В12 дефицитные анемии и так далее. И причин может быть множество, от проблем гинекологического свойства до эрозивного гастрита. И это, повторюсь, надо решать с врачом.